А прежде чем начать данное видео, хотелось сделать небольшое обращение. Как вы знаете, с монетизацией на YouTube сейчас все очень печально, и чтобы хоть как-то продержаться на плаву, было решено создать второй канал. Там я планирую размещать видео с уклоном на англоязычную аудиторию. Я очень ценю своих зрителей, а потому не делаю рекламу различных мутных контор. Также я не попрошайничаю у вас деньги и не оставляю реквизиты счетов, как это делают некоторые многим известные блогеры. Сейчас хочу попросить лишь об одном – зайти и подписаться на мой второй канал, глянуть некоторые видео и написать несколько комментариев, чтобы поднять активность. Сделать это вам не будет стоить ничего, но вот средства, которые в дальнейшем сможет принести этот канал, смогут пойти на улучшение качества контента и новые крутые проекты, снятые для вас. Надеюсь на ваше понимание и спасибо всем, кто откликнется. Всем привет! И в данном видео я займусь постройкой садового измельчителя. Данная вещь мне понадобилась срочно, а потому изначально процесс изготовления я снимать не планировал. По этой причине некоторые видеофрагменты с изготовлением могут отсутствовать. Итак, постройку измельчителя решил начать с изготовления ступицы, на которую в дальнейшем будет закреплен рабочий диск. Долбежного станка, на котором можно сделать шпоночный паз, у меня нет, а потому фиксацию от проворота на валу организую с помощью 3 винтов. Фланец вырезал из 10-го металла. Отверстие проделал с помощью биметаллической коронки. Рабочий диск также вырезал из металла толщиной 10 мм. Чтобы избежать смещения при сверлении, зафиксировал его на несколько прихваток. Диаметр маховика в 250 мм в моем случае обусловлен максимальным диаметром обработки на моем небольшом станке. Если есть необходимость и возможность, то маховик можно сделать и больших размеров. Это позволит повысить мощность и производительность измельчителя. Чем больше и тяжелее маховик, тем больше кинетической энергии он способен накопить и отдать ее в тот момент, когда она будет так необходима, а именно в момент перерубания толстых веток. Протачивать диск пришлось на обратных оборотах. К сожалению, хорошего металла толщиной 10 мм у меня в наличии не было. Пришлось делать из того, что удалось найти. В центре моторной плиты коронкой делаю отверстие под вал. А также сверлю отверстие под шпильки крепления двигателя. Все ненужные отверстия завариваю заглушками из кругляка. Ввариваю шпильки крепления двигателя, предварительно сделав фаски.
Ножи были куплены за копейки на интернет-барахолке. По заявлению продавца, они использовались на промышленном щепорубильном станке. Наношу разметку и делаю прорези для фиксации. Кому нужно, ссылку, где покупал эту краску, оставлю в описании. Стоит она совсем недорого. На всякий случай, чтобы не перегревать металл, рез производил не спеша и на малых оборотах. Не знаю марку стали, из которой изготовлены эти ножи, но сталь эта настолько твердая, что никакие сверла ее не берут. Делаю отверстия с резьбой для крепления ножей, а также продолговатые отверстия для отвода щепы. Чтобы задать необходимый угол атаки ножей, сделал под них подкладки. Тут очень важно, чтобы ножи выступали дальше, чем головки винтов. Из листового металла толщиной 4 и 6 мм делаю корпус рабочей камеры. Окно для выброса щепы я сделал снизу. Из все того же 10-го металла сделал прямоугольный фланец для крепления загрузочной воронки. Фланец закрепляю с помощью сварочных заклепок. В качестве канала выброса щепы отлично подошел тот самый обрезок металла, который остался при изготовлении самодельных тисков. Долго он валялся в куче металлолома и ждал своего часа. Раструб сделал из металла толщиной 2 мм. Для изготовления основания и подставки в ход пошел весь металлохлам, что валялся в мастерской.
Вот что получилось в результате всех стараний. Когда все готово, произвожу разборку и покраску. А пока краска сохнет, поговорим о двигателе. Сердцем измельчителя будет асинхронный двигатель на 2,2 кВт 1500 оборотов в минуту. Сразу скажу, для этих целей лучше использовать мотор на 3000 оборотов в минуту, но поскольку дареному коню в зубы не смотрят, я буду использовать именно этот мотор. Возможно, кто-то захочет спросить. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? И я отвечу. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Так вот, моя тактика заключалась в следующем. Использовать частотный преобразователь, чтобы раскочегарить асинхронный двигатель с 1500 до 3000 оборотов в минуту путем поднятия частоты до 100 Гц. При нормальной частоте 50 Гц двигатель, как и полагается, крутит 1500 оборотов в минуту. При 100 Гц это уже 3000 оборотов в минуту. Данный частотный преобразователь я покупал на AliExpress. Кому нужно, ссылку на проверенного продавца оставлю в описании. Кстати, кому интересно, прокатил ли мой план с частотником или нет, смотрите видео до конца. Краска высохла, можно производить сборку. Установочных винтов под внутренний шестигранник у меня не было, их пришлось делать самодельно из обычных винтов с потайной головкой. На маховик с обратной стороны были приварены две лопасти для создания воздушного потока и выброса щепы. Ножи были заточены на скорую руку с помощью болгарки, а потому качество этой заточки оставляет желать лучшего. А сейчас будет спойлер. В идеале для этих целей лучше использовать гриндер, который я собрал только на момент выхода этого видео. Для максимально эффективной работы зазор между ножами и передней стенкой должен быть минимальным. Подставку сделал из 3 ножек, потому как это единственная конструкция, которая гарантированно будет устойчиво стоять на неровном основании. Для закрепления частотника изготовил специальную площадку. Чтобы все было по красоте, концы проводов обжал вилочными наконечниками.
Масса готового изделия получилась 50 кг. Измельчитель готов к работе, едем испытывать. Тонкие ветки с листьями рубит вообще не напрягаясь. При попытке подать более толстые ветки частотник начал уходить в защиту. При этом было совершенно понятно, что двигатель работает особо не напрягаясь, а вот частотник не вывозит такие скачкообразные нагрузки и уходит в защиту, после чего его приходится перезапускать. Вероятнее всего, эту проблему можно было бы решить, задав правильные настройки в самом частотнике. Но времени с этим разбираться не было и пришлось перебегнуть к плану Б. Кстати, если у вас есть опыт по настройке частотников, то обязательно напишите в комментариях, что там нужно изменить, чтобы он не уходил в защиту. По моим предположениям, при ударных и скачкообразных нагрузках, которые возникают на валу в момент рубки веток, происходит сбой синхронизации частоты вращения ротора и частоты самого частотника, отчего тот уходит в защиту. Так ли это на самом деле, я пока сказать не могу. План Б заключался в подключении двигателя через конденсатор. При этом частота вращения двигателя будет такой, как указано на его шильдике, то есть 1500 оборотов в минуту. Изначально я очень сомневался, что такой скорости вращения будет достаточно для нормальной работы измельчителя, но как оказалось, я очень сильно ошибался. Подключенный через конденсатор двигатель начал рубить ветки как танк, очень уверенно и легко. Если измельчаемые ветки очень толстые, то подавать их лучше прерывисто. Так маховик будет успевать накапливать энергию для их рубки. Вот какая щепа получается на выходе. Если не считать тонкие ветки, которые из-за своей гибкости проскочили между ножей, то степень измельчения получилась достаточно однородная. Максимальный диаметр веток, который способен измельчить такой измельчитель, очень зависит от содержания влаги в древесине. Для сухих веток это примерно 25-30 мм, для влажных и свежеспиленных примерно 40 мм. Но для получения полной мощности питать такой двигатель необходимо напрямую от трехфазной сети, разумеется, если у вас есть такая возможность. Для тех, кто решит собрать такой измельчитель, дам некоторые рекомендации. Двигатель, как уже говорилось ранее, лучше выбирать на 3000 оборотов в минуту. Так производительность измельчителя будет выше. Мощность двигателя должна быть не менее 2 кВт. Диаметр и массу маховика можно сделать больше. Если увеличить размер лопаток, создающих воздушный поток, то выброс щепы можно организовать и сверху через длинный хобот. Проведя ревизию в конце дачного сезона, никаких неисправностей и поломок я не обнаружил. Ни один винт не открутился, поскольку они были посажены на резьбовой фиксатор. Единственное, что произошло, это немного затупились ножи и образовались потертости краски. В общем, измельчитель меня очень порадовал. На этом данное видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось и было полезно, вы сами знаете, что нужно делать. Все ссылки на полезные товары будут в описании. Будьте хорошими соседями, не жгите вонючие костры, а просто сделайте себе измельчитель. А пока желаю всем удачи, мира и добра.